Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Rustories. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю вам рассказ об одном из самых известных и одновременно спорных памятников в России. Не забывайте о возможности включить перевод текста на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали. Монумент Петру у Москвы-реки был создан в 1997 году. Он стал одним из самых высоких памятников не только в России, но и во всем мире. Общая высота памятника 98 метров. Высота фигуры Петра 18 метров. Вес памятника также внушителен и превышает 2000 тонн. Однако с самого начала его существования монумент Петру стал объектом споров и критики. В 2008 году он был включен в список 10 самых уродливых строений в мире на сайте Virtual Tourist. А в 2010 году журнал Foreign Policy включил его в список 10 самых уродливых статуй мира. Эти отзывы только усилили негативное мнение о памятнике. В 2010 году власти Москвы даже предложили перенести монумент в Санкт-Петербург. Но это предложение было отклонено. Северная столица, носящая имя царя Петра I, отказалась принять этот памятник. По версии некоторых СМИ, изначально монумент представлял собой памятник Колумбу, и автор планировал продать его Испании, США и странам Латинской Америки к 500-летию открытия американского континента. Однако ни одна из стран не проявила интереса к этому проекту. Несмотря на неудачное начало в 90-х годах, автор монумента Зураб Церетели вернулся к идее в 1996 году и планировал установить его уже в Соединенных Штатах. Якобы проект заинтересовал Дональда Трампа, который готов был предоставить большой участок земли в Нью-Йорке. Но по неизвестным причинам сделка не состоялась. Сам Церетели эту информацию называет недостоверной. Ходят слухи, что, не найдя возможности реализовать памятник Колумбу, Церетели решил переделать его в памятник Петру I. Время было важным фактором, так как приближалось 300-летие морского флота. Таким образом, Колумб символически принял российское гражданство, стал Петром и встал на якорь на искусственном острове в Москве-реке. Создание такого памятника вызвало огромное негодование уже на стадии планирования. А к моменту завершения строительства споры и критика достигли огромных масштабов. Популярный московский журнал «Столица» организовал сбор подписей противников монумента. Однако эти инициативы не привели к демонтажу памятника. Скандал вокруг монумента Петру I продолжался довольно долго. Но
Но в конечном итоге москвичам пришлось принять его как часть городского пейзажа. Разбирать такую огромную конструкцию было бы слишком дорогостоящим мероприятием. Но история Петра Колумба на этом не закончилась. В 2016 году в Пуэрто-Рико был все-таки установлен памятник первооткрывателю Америки работы Зураба Церетеля, который чем-то напоминает монумент в Москве. Хотя сам автор проекта утверждает, что это два совершенно разных памятника. В любом случае, можно сказать, что Колумб все-таки нашел свою Америку. Однако до сих пор остается неясным, что же делает гигантский Петр на корабле в Москве, городе, не имевшем ни морей, ни кораблей. И хотя монумент продолжает быть объектом споров, критики и дискуссий, он уже стал одной из московских достопримечательностей. Ведь и Эйфелева башня считалась в свое время уродливой. А чем Москва хуже Парижа? Друзья, споры о художественной ценности памятника Петру действительно не утихают до сих пор. И я предлагаю вам присоединиться к этой дискуссии. Что вы думаете о памятнике Петру Первому в Москве? Может быть, он не так уж и плох? И правильно ли ставить вопрос о сносе памятника, который простоял 25 лет и стал неотъемлемой частью городского пейзажа, даже если лично вам он не нравится? Я буду очень рад прочитать ваше мнение в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!